Всем привет, друзья! Чтобы попасть на этот массаж, мне пришлось пройти тест такой. Вот его результат. Я не знаю, что это значит. Сейчас Анна? мы вместе это узнаем. Здравствуйте, меня зовут Анна. И действительно, у нас сегодня не простой сеанс, далеко не простого массажа. Мы решили копнуть немного глубже, чем просто прокопать все триггеры Тимура. Мы изначально решили углубиться в арт-терапию. Вот этот рисунок, 3 вот этих рисунка, сегодня помогут нам понять первопричину, то есть из-за чего в твоем теле образуются те или иные проблемы, тело выдает ту или иную болезненную симптоматику, ну и, собственно, благодаря вот этому, сейчас мы это все подробно разберем, об этом поговорим, и поймем, на чем, на какой конкретной зоне нам стоит сегодня сделать акцент. Значит, что я предлагаю сделать сейчас на основе того, что мы сейчас рассмотрели? Мы сделаем классический оздоровительный массаж с элементами тайского и расслабляющего испанского массажа, потому что они как раз-таки направлены на работу, на хорошую проработку шейно-воротниковой зоны, грудного отдела. В грудном отделе обязательно покопаемся. Вот. Ну и, собственно, колени. Еще я бы прям активно посмотрела бы, что у тебя с коленями, потому что я на велике очень много езжу. Поэтому, собственно, мне кажется, нужно приступать. Вот как Ну, так. что-то было с коленом, вот от велика, какой-то бугорок, потом он исчез. А что такое, травма Я была не какая-то? знаю. Или это просто Мне кажется, просто образовалось? нагрузка как большая на колени, и там что-то такое какое-то. Ну все, можем приступать? Идемте. Подписывайтесь на Телеграм. Так, ну все, мы приступаем. Массаж у нас будет проходить в несколько этапов. Первый этап, он подготовительный, то есть сначала мы готовим тело к причинению удовольствия, и только потом переходим уже к таким достаточно глубоким, жестким, прорабатывающим техникам. Тимур, скажи, пожалуйста, были ли у тебя какие-то серьезные травмы? Нет. Протрузии, грыжи? Ну, нет. Ну, по крайней мере, я не знаю об этом. Ничего выявлено. Хорошо. Какая-то проблемная зона и проблемная область, которая именно сейчас, вот на данный момент, она тебя больше всего беспокоит? Ну, шея, наверное. Скажи, как у тебя обстоят дела с давлением? Насколько ты метеозависим и как часто болит голова? Ну, наверное, не метеозависим. Давление плюс-минус, наверное, нормальное. Ну, ничего особенного. Ну, то есть не дает о себе знать в такой степени, чтобы ты, там, скажем, каждый день от этого страдал. Такого нет? Нет. Ну, голова зависит от того, как спал еще, если отлежал какую-нибудь мышцу. Ну вот смотри, вот сразу просто скажу, даже визуально идет очень сильная асимметрия с перекосом в левую сторону. То есть у нас поднято левое плечо, поднята левая лопатка. Сколиоз выявляли у тебя? Ну вот он, его видно, я думаю. Здравствуйте. Да. То есть, как правило, в школьный период, когда тебе его выявляли, что-нибудь делал с этим? Нет. Ну, то есть ни ЛФК, никаких там упражнений, скажем, определенных, ничего такого не делал. Нет, я в тот момент дзюдо занимался так нормально. Так что Было не нужно. анти-ЛФК. Анти-ЛФК. Понятно. Хорошо. Значит, с этим будем работать. Опять-таки, если мы возвращаемся к психосоматике, вот, а мы к этому будем возвращаться на протяжении всего сеанса, значит, левая сторона – это наша чувственная сторона. Это умение выражать наши чувства, эмоции, те ощущения, которые человек испытывает, да, фиксирует в себе и потом транслирует их в мир. Вот конкретно у тебя, Тимур, с трансляцией своих чувств и эмоций есть определенная проблематика.
То есть выражать, например, свои какие-то умозаключения, логические выводы и прочее, это правая сторона. Вот, с этим все хорошо. А вот с выражением чувств, скажем так, есть над чем поработать. Вот у меня сейчас, кстати, вопрос. Это, скорее всего, будет не для записи. То есть я могу, ну, как бы говорить, я могу не говорить вот такие психосоматические моменты, которые касаются конкретно тебя. Или все-таки мы придержимся вот этой вот линии? Как ты считаешь, Тимур? Да, можно говорить. Ну, там сами, короче, решите, да, тогда что оставить, а что нет. Достаточно хорошо закачана поясница. Это, кстати, нечастое явление. То есть, как правило, поясница – это достаточно слабая область Я, может, сижу просто. у большинства людей. Нет, ну ты на самом деле ты можешь смеяться, но у тебя не слабая поясница. То есть это на 80% это задел как раз-таки спорта, который присутствовал в твоей жизни. Вот. И это материальная стабильность. То есть я не говорю о том, что, ну, там, например, там, ты миллионер, купаешься в деньгах и прекрасно себя чувствуешь. Ты можешь зарабатывать определенную сумму денег и чувствовать себя спокойно. Ты можешь обладать, ну, какой-то определенной, ну, не знаю, там, недвижимостью, да, которая тебе будет более чем, ну, как бы устраивать, хватать на жизнь. Короче, ты находишься в таком материальном балансе, ну, или в материальном довольстве, назовем это так. То есть, ну, достаточно спокойно, ровно ты себя ощущаешь. Вообще интересен тот факт, что если у человека происходит срыв поясницы, ну, то есть очень часто, да, мы знаем, что там у мужчин происходит подобная проблематика, это прежде всего свидетельствует о том, что человек очень сильно переживает за свою материальную стабильность. То есть прям какие-то проблемы идут по материалке на 100%. Так, здесь вот тоже у нас есть большой загруз, но значительно меньше. Плечи, плечевой пояс. Такая зона быстрого реагирования. Зона, которая сразу же отражает на себе любой вид нагрузки. Ну, там, не знаю, взял в зале чуть больше вес, чем на предыдущей тренировке. Или понес потяжелее пакет, тяжелую сумку. Все, трапеции будут сразу же реагировать. То есть в них будет отражаться эта нагрузка. Вот. Но как эта зона быстро забивается, точно так же быстро она и расслабляется, приходит в норму.
Ты не пофигист, Тимур. Ты не толстокожий. Ты на самом деле все чувствуешь, очень хорошо все чувствуешь, принимаешь вообще на себя, эмоционируешь, но где-то очень глубоко, не показательно. То есть показательных истерик не происходит. Но это не говорит о том, что ты бесчувственный, какой-то там холодный. Ты хочешь и можешь таким казаться, но ты таким не являешься. Да? Мгм. Нет, ну, может быть, очень хочешь таким быть, но нет. Я говорю, да, правильно. Это все лопатки. Это все они. Поэтому перестаньте писать негативные комментарии. Может быть, я не показывала, но... Но я все чувствую. Я плачу. Живой человек. Каждое утро встаю. Плачет там слезы под столом уже, между прочим. Ну, с правой стороны, конечно, совершенно другая картина. Правая сторона – это наша рациональная сторона. Это наша реализация в сфере работы, учебы, спорта, то есть такие достигаторские, такие мужские моменты. Вот здесь у человека все хорошо, все значительно лучше. Ты добиваешься того, чего хочешь. В принципе, ну, не то, что не прилагая определенных усилий, ты достаточно много на себя берешь. Об этом свидетельствует тонус такого плечевого пояса с правой стороны. Вот. Ты много на себя берешь, но при этом ты отлично все это вывозишь. Вот. То есть правая сторона в норме. Вот. А с левой стороны тоже много на себя берешь, но вывозишь чуть хуже. Это у нас какая-то метафизическая диагностика. Если вот такая, как приходишь к врачам там, телесным, они вот так смотрят. Она как будто где-то в таком потустороннем мире. Тоже можешь работать? Почему нет? Я думаю, что любая диагностика, да, это определенный инструмент, благодаря которому ты делаешь, ну, какие-то определенные выводы о себе, да, то есть такой ключ, который ты либо будешь его применять, либо нет. То есть с той информацией, которую я сейчас даю, ну, как бы ты сам будешь решать, да, то есть что с ним делать, и будешь ли ты, в принципе, что-то с этим делать. Вот. То есть это просто то, что показывает и выдает тело. Тело никогда не врет. То есть оно всегда будет давать какие-то определенные намеки поначалу, а уже потом прям четкую характеристику того, что вот смотри, у меня болит здесь. Вот, и это о чем-то свидетельствует. Если человек внимательно относится к своему телу и к той симптоматике, которую тело выдает, то ты будешь значительно меньше болеть. Я тебя еще попрошу давать обратную связь, то есть на протяжении всего сеанса, если будешь чувствовать, ну, прям сильно болевые ощущения, вот, ты не терпишь, говори об этом, что ага, да, вот здесь вот боли, вот здесь вообще непонятно, здесь щекотно и так далее.
под лопатками копятся наши обиды. То есть то, что человек не высказал, не проговорил, ну, не проработал, оставил в себя. Причем это может быть уже давно забытый какой-то момент. То есть ты забыл, а тело помнит. То есть в теле все это осталось и отложилось. Как поболело? Нормально. Вообще база хорошая, мышцы хорошие, рабочие. То есть не дряблые, не такие. То есть хорошее рабочее тело, которое привыкло трудиться. Ну, в таких надвижниках быть. База есть, пацаны, так что, если что, можно подкачаться. Конечно, очень интересно. Ты, в принципе, ты открыт для диалога, но при этом с каким-то очень узким кругом лиц. Потому что вот она, лопатка, она как бы она не залипшая. Людей, которые очень сильно скрытные, у них прям такие прилипшие, залипшие лопатки, которые не отдерешь и никак не отцепишь. А здесь лопаточка-то вот она. То есть если его разболтать, в принципе, можно о чем-то с тобой беседовать таком Потом не остановись. достаточно глубоком. Подозрительный просто. Ты вот просто очень подозрительный. Такой недоверчивый. Не доверяешь людям. Но если уж кому доверился, то все. Расслабляешь руку, мне помогаешь. Как поболело? Нормально.
правая сторона тут вообще небо и земля. Как бы нельзя сказать, что все прям гладко и сладко, то есть все равно есть какие-то моменты, которые тебя, ну, скажем так, напрягают и триггерят. Напомню, это карьеризм, да, то есть это работа, это вот какая-то сфера такая самореализации, но при этом, ну, оно все такое незначительное. Легко. Тебе это дается легко. Ну, либо ты просто сейчас это выстроил так. То есть, возможно, путь-то был достаточно сложный и тернистый, но на данный момент работа и деятельность в удовольствие. Образцов показательный. Открыт к диалогам, к спорам, к каким-то дискуссиям, может высказать, отстоять свою точку зрения. То есть очень прям тут все хорошо. Хотя я бы не назвала тебя конфликтным, но таким достаточно, как бы это сказать, ну, человек, который имеет свою точку зрения и умеет ее высказать и аргументировать. Но при этом с тобой можно договориться. Ты, ну, вот как есть принципиальные люди, да, которые, вот как я сказал, так и будет, вот, независимо от того, правильно это, неправильно. А с тобой можно построить конструктивный диалог и, главное, аргументируйте, ребят, что это правильно. Если это правильно, хорошо, я вам уступлю. Но на своих правилах. Как руководство к пользу ко мне. Простите. Просто взяла всей стране, рассказала, да? Да, теперь все будут манипулировать. Не знаю, не знаю. Да ты сам хороший манипулятор, ну давай вот с этого вот как бы начнем. Расслабляешь, не помогаешь мне. А в данную область уходят наши страхи. То есть то, чего мы боимся, прям вот буквально на каком-то животном уровне. В данной области это понятно, строим. То есть все логичненько, хочешь сказать, да? Хорошо, я рад, что твой мозг со мной соглашается. Тут еще и мышцы такие болючие. Самые вот эти мышцы.
при этом прям вот вы делаете, и по ноге такой, тепло, что ли, как будто здорово лучше идет. И у меня всегда так вот, когда там, ну, тут мощно. Все правильно, потому что здесь идет, ну вообще вот зона крестца, ягодицы, грушевидные. Здесь очень много нервных окончаний. То есть, в принципе, почему нам всегда с детства твердят, да, там, береги крестец, нельзя там на него падать, там, и так далее. Потому что могут ноги отказать. И, соответственно, если, например, начинают неметь пальцы на ногах или вообще, то есть, ну, какая-то проблематика в ногах начинает происходить, есть смысл прежде всего обратить внимание вот на эту область. Вот. Слушай, ну опять-таки, ну как бы я бы не сказала, что у тебя это сильно проблемная зона. То есть есть, конечно, какие-то вопросы, но не критично. Не тянешься сам? Растяжку, может, что-нибудь такое делаешь? Не, Не делаешь? растяжки вообще не очень. Ну, в принципе, мышцы и так эластичные, но можно добавить растяжку, будет очень хорошо. Терпимо? Да, да. У меня тут люди кричат на всех языках мира. Ты такая, да, все хорошо. Слушай, ну тянуть грудной отдел и шейно-воротниковую зону прям вот мои глубочайшие рекомендации. Потому что так как основная проблемная зона именно здесь, вот, ее нужно расслаблять
То есть, если, например, поясницу ты можешь закачивать, там, как-то тонизировать, то есть для нее это будет абсолютная норма, она будет себя хорошо чувствовать, вот, то данные области как раз-таки нуждаются в расслаблении. И просто сон, например, и ничего не делание в этом не помогут. То есть растяжка будет как раз-таки таким хорошим вспомогательным элементом. Не куришь? Все равно сделаю такую вот легочную профилактику. Она способствует отхождению мокроты. То есть если вдруг будешь кашлять, то это я. Вообще такие вибрационные техники очень полезны и для профилактики, и во время каких-то болезненных простудных моментов, то есть и взрослым, и детям их можно применять. Ну, детям, конечно, не с такой силой, а так вот легче и локальнее, но тем не менее, то есть вот такие техники должны быть в арсенале у мам. Завершаем релаксом. Благодарим тело, успокаиваем его. Оно молодец. Оно сейчас работало, оно сейчас трудилось. То есть ты лежал, а оно тут вот тренировка сейчас была, между прочим, с твоими мышцами. У тебя, правда, хорошее тело. Оно тебя не подводит. Оно тебя слушается, помогает тебе. Твоя задача почаще помогать ему. Благодарить, баловать. Ну, в принципе, с частотой походов на массаж, я думаю, что ты знаешь, что нужно делать. Здесь больше болезненно или приятно? Здесь приятно, вообще голову люблю. Хотя напряжение, тонус, все есть. Ну, я говорю, тут основная вот эти затылочные мышцы, все, что с шеей. Прям твоя, да. Логика такая. Еще я сам там ну, причем я очень сильно был. Именно массаж головы делаешь себе? Ну, Что делаешь? массаж вот этих подзатылочных мышц, Да. или я там нахожу какие-то супер болевые точки, типа там, где ременная мышца, и прям очень сильно. Ну, как миофасциальный релиз. Да, типа, ага. да. Молодец. Хорошая подвижность. Вообще такой сухожилный шлем, такой подвижный. Хорошо.
радует, что жертвенности нет. Обычно у людей, у кого образуется вот здесь холка, очень такие жертвы со стажем, назовем это так. То есть это люди, которые жертвуют какими-то своими предпочтениями в угоду других. У тебя этого нет. Это очень хорошо. Это радует. Спай. Правая рука – это отдающая рука. То есть это рука, через которую идет ну, как бы энергия и такой вообще наш посыл в этот мир. То есть если, опять-таки вернемся к психосоматике, то есть если начинаются проблемы с правой рукой, значит какой-то вопрос по отдаче, потому что ты отдаешь, что ты транслируешь в этот мир. То есть какой-то вопрос, что ты неправильно делаешь. Это именно правая рука. Здесь все хорошо с отдачей. Нормально ты отдаешь. Но ты сейчас не на пределе отдачи. Можешь еще больше отдавать, ну, в зависимости от ресурса того, что есть. Сейчас ты не на 100% отдачи. Можешь еще. Левая рука – это наша принимающая рука. Именно она отвечает за, ну, скажем, нашу готовность и способность принимать то, что
нам дается, то, что нам посылается и ну, тоже транслируется миром для нас. И если у человека идет какая-то проблематика с левой рукой, значит, есть какие-то проблемы с принятием. То есть человек не принимает то, что ему дается и посылается. Тебе мешает принимать ощущение, что ты не заслужил. Не совсем. Вот я еще пока не заработал. Я еще пока на те блага, даже на какую-то похвалу. У тебя есть какое-то внутреннее ощущение, что ну не то, что недостоин, а какой-то, да, похвалили, ладно, спасибо, спасибо, оставьте себе, спасибо, не нужна мне похвала ваша, а самому это требуется. Но проблема с принятием есть. Тебя мама часто хвалила в детстве? Сейчас что-нибудь скажу, она потом посмотрит, скажет, опять ты что-то договариваешь. Ну, не сильно Мамы часто. всегда так говорят. Не сильно часто. Ты меня и так хвалила, Вот если ты это, постоянно. да. В школе. Это немного другое. Школа – это здесь. Тут и нет проблем. Мамы, хвалите своих детей. В общем, отдаешь охотнее, чем принимаешь. Но вот тоже, понимаешь, вот сказать, что у тебя гипертонусная шея, вот не скажешь. Все вывозишь. Все вывозишь. Да я думаю, это от велика. Ну, либо мне что-то свернули там на этих всех правках. Но это от велика, скорее всего. Всё перегружается. Нифига себе. Это прям... У меня вообще здесь какое-то, вот если я вот так опущу, потяну голову, мне как будто вот какие-то, я не знаю, как будто даже что-то воспаление, что ли, какое-то. Мышцы или что-то, ткани там какие-то. Давно? Это, блин, года полтора. Не, ну может это у всех, я вот тоже думаю, это у всех или нет. То есть я иногда так жму сильно, думаю, блин, да это ну, у всех, наверное, больно. Нет, не у всех. По-разному. Тут еще принимай во внимание все-таки свой сколиоз, то есть Ну он да, тоже, он будет тебе Причем в шее он давать. еще вообще. Это с детства вообще, на самом деле.
Когда я долго сидел, когда уроки, вот начинал тянуть одно плечо Да, очень сильно. мгм. Даже сидеть не мог. Мне кажется, мне при родах там что-то свернули, когда доставали. Что Могли, Больно вполне, рано да. в детстве я тут обратил внимание. Ну, то есть до школы, да? Ну да. Потому Что-то я еще когда-то ведро картошки нес в детстве с дачи, там 2 километра, и что-то у меня как-то так провалилось. Может, от этого, может, нет. Вот они, дачи калечат людей. Ну, на самом деле все наши искривления, то есть сколиозы, кифозы, лордозы, да, то есть если это не послеродовая травма, это все приобретается именно вот в школьный период, то есть не часто, когда они встречаются до этого периода. Поэтому очень важно в школе этот момент отследить и не дать развиться. На этом мы завершаем наш сеанс разбора человека не только по триггерным точкам и мышечным зажимам, но еще и по триггерам психоэмоциональным. Да. Кого вам напомнила их? Айнуру напомнила, да? Тоже такое, не только физическое расслабление, такое еще... Ну да, вот психоэмоциональное такое. Вот я молодец. Какой я молодец. Айнура мне там, ты король, ты падишах. Здесь тоже молодец, отдается. Так что мне понравилось. Так что спасибо. Было, кстати, и расслабляюще, и жестко местами. Ну, мне как бы не сильно жестко, но вот обычным людям без подготовки, ну, прям можно. Да, ты просто, он готов уже человек Да. морально и физически. Все, спасибо. Будь здоров.